Приветствую вас, друзья! Сегодня я приехал в свой родной город, в котором вырос, и до 17 лет я жил здесь. Я начинаю писать свой travel-влог, поэтому прошу прощения, если у меня будут залетать другие слова не из русского языка, потому что на данный момент я общаюсь на 3 языках и все время с разными людьми работаю, поэтому так получается. Хочу вам немножечко показать свой город, в котором я вырос. Я думаю, множество блогеров записывают видео на тему этого города, так как это украинский Париж, а именно город Черновцы, который находится возле границы Румынии на западе Украины. И здесь реально есть что увидеть, так как этот город в свое время был под властями Австрии, а потом Румынии. И архитектура этого города реально очень такая заграничная, не советская. Поэтому множество людей, которые сюда приезжают, просто в шоке, восхищаются. За последние 8 лет мне посчастливилось быть в еще некоторых странах. Это Германия, Швеция, Швейцария, Чехия, ну а также Польша. И в Польше я ездил по разным городам по работе своей, и мне удалось, получается, изведать тоже красивые достаточно города и побывать в их Old Town, то есть старых городах этих местностей. Но я вам скажу, что вот сейчас я приехал в Черновцы, вышел немножечко на улицу, чтобы посмотреть на ту архитектуру, которая присутствует здесь, и просто я вам скажу, вау, просто реально классное место. Классный город, поэтому если ты планируешь путешествовать по Украине, обязательно посети этот город, потому что здесь есть что увидеть. Я сейчас тебе немножечко виртуально представлю то, что здесь можно увидеть, но видео не передает тех чувств и ощущений, когда ты приезжаешь сюда. Вот реально для тех людей, которые живут вот в этом городе, все-таки, я думаю, очень приятным будет прийти сюда, так как вот за деревьями где-то скрывается вот этот шум городских улиц и немножечко тишины, конечно же, в месте, в котором я сейчас иду, а это именно место, где аттракционы, то не будет так тихо летом, как сейчас, но если вот пойти туда дальше вглубь парка, то нам нужно немножечко побыть в единении с природой, с самим собой, чтобы где-то уйти в себя. Для тех, у кого нет возможности, получается, выехать где-то за город, потому что в пригородах Черновцов очень много лесов. Можно посетить классные места, где просто будет тишина, где можно реально побыть с семьей. Когда иду по этих местах, то вот честно, припоминается мне мое детство. Сюда мы часто приходили с моей мамой и папой, но именно только на аттракционы, так как я живу в такой местности, где леса хватает и тишины реально тоже хватает. Это село возле вот этого города, называется Стрелецкий Кут, и там просто с одной стороны река, с другой стороны лес. Раньше, в советские времена, эта местность была таким местом, куда приезжали реально отдыхать даже из-за границы. Чуток истории. Как я уже говорил, Черновцы в свое время были под правительством Австрии. Основан этот парк был в 1830 году, и над ним трудились венские проектанты. Он сделан был по стандартам тоговременных парков в Австрии, и начальное звание этого парка было Вольфсгарден, что значит «народный сад». Что самое интересное, что еще 100 лет тому назад Черновцы были более зеленым городом, чем сейчас. Если посмотреть в историю этого города, можно увидеть, что парков и скверов было намного больше. Сейчас я нахожусь возле вот такой вот большущей церквушки, которая находится возле знаменитой Черновицкой улицы имени Ольги Кобылянской. Эта улица, она закрыта для продвижения машин, и то есть по ней вы можете только пешком. Вот улица с лавочками, посередине деревья растут. К сожалению, сейчас в зиму это
не передает того климата, который можно здесь увидеть летом. На этой улице расположена музыкальная школа, и очень часто здесь можно увидеть музыкантов, которые играют, таким способом зарабатывая себе деньги. Конечно же, ее делит вот такая улица. Вот так это выглядит туда вдаль. Я думаю, что мы пойдем с самого начала улицы и пройдем до конца. Длина данной улицы составляет 720 метров. Застройка улицы Кобылянской началась в 40-х-50-х годах XVIII века. Первые дома были одноэтажные, сделанные из дерева. Изначально улицу называли «Ведущая в лес». Так как город застраивался снизу вверх, то во время застройки самой улицы здесь были холмы, буковые и грабовые деревья. Что самое интересное, что в те времена в районе Святодуховского собора охотники охотились на диких качек, а по ночам здесь выли приходящие со здешних лесов волки. Некоторые участки здешних местностей люди использовали под огород. В 1888 году фирма Яков Ульрих занялась тротуаром и дорожным покрытием. Незадолго представители австрийской фабрики города Аусбург разработали и осуществили проект газового освещения улицы. В 1896 году здесь уже было проведено электричество. Со временем началась стройка жилых и государственных домов, кафе и магазинов. Завершение постройки и всего остального было осуществлено в австрийские времена, и название улицы было Гренгасе. Во времена правления Румынии несколько домов были перестроены. В те времена поселиться здесь было очень престижно. В 1910 году здесь даже провели трамвайные пути. После чего эта улица была главной улицей в Черновцах, на ней было все, вместе с тем здесь жили самые богатые люди. Позже улица была названа Молодіївська, Панська, Янку Флондера, ну и, наконец, улица Ольги Кобылянской. Сегодня здесь туристическая зона с множеством кафешек, книжных магазинов и прочего. Это совсем другой день, тем не менее я пришел вот на площадь, которая называется Турецкая, и все благодаря тому, что вот сзади меня находится вот такой колодец, и здесь получается, находятся вот такие, можно там увидеть, не знаю, можно ли увидеть, вот такие там вода. Именно на этом месте находится первый водоем в городе Черновцы. Эта историческая памятка находится здесь еще со времен, когда Черновцы находились под правительством Османской империи. Но это длилось недолго, с 1714 по 1775 год. В 1797 году источник был упорядочен, над ним появилась кровля. Исторические факты свидетельствуют о том, что за водой сюда приезжали со всего города. В свое время тут даже стоял страж и смотрел за тем, чтобы воду добывали только для употребления в пищу. Но даже при этом воды не хватало. Так утверждает военный администратор Габриэль фон Сплени. Еще в 1779 году он принял решение о необходимости копать еще колодцы, и до 1786 года таковых в городе было около 30. Поэтому те горожане, которые жаловались на нестачу воды, сейчас имели ее достаточно.
Но так как за колодцами не было достаточно ухода, они замулялись, а во время засухи высыхали. Также сложно с водой было, когда горели какие-то пожары. По этой причине со временем возле турецкого колодца позже был построен резервуар для воды, который я вам показывал раньше. В 1858 году здесь сделали подъезд. Ну и перейдем к нашим временам, то в 2008 году площадь пережила реконструкцию и стала такой, какой вы сейчас ее видите. Друзья, я сейчас нахожусь на месте, которое является визитной карточкой города Черновцы. Если ты будешь иметь возможность быть в Черновцах, обязательно посети это место, так как именно это место является одной из тех локаций, которые внесены в список архитектурного наследия ЮНЕСКО. Множество, получается, людей со всего мира, туристов приезжает сюда, чтобы посмотреть на это чудо архитектуры. Но также это является университетом, эта локация, поэтому здесь много студентов. Если вот будете иметь возможность быть в Черновцах, вы можете увидеть также множество индейцев, потому что у нас есть и другие вузы, и в основном они учатся в медицинских вузах, так как обучение медицины в Украине очень дешево получается, и они приезжают сюда, в этот город, в наши города. Ну что ж, я думаю, сейчас меня пропустят вот на пропуске, потому что здесь такие большие ворота стоят и стоит охранник. Ну, увидим сейчас. Получается, что я зашел, и это удовольствие не бесплатное. Сейчас, чтобы войти внутрь, просто походить по территории, это будет стоить 50 гривен, а если с экскурсоводом, который проведет тебя также в середине, вот по разным залам, по этому и расскажет об этом всем, то это будет стоить 80 гривен. Получается, если вот соберется где-то 10 человек, тогда будет дешевле, 60 гривен. Но получается, придется мне заплатить для того, чтобы реально можно было увидеть то, что есть и внутри, и вообще, и как бы извне. Черновицкий университет основан 4 октября 1875 года. Согласно указу императора Франца Иосифа на базе духовной семинарии в составе 3 факультетов богословского, юридического и философского. До 1918 года, пока город находился в составе Австро-Венгерской империи, преподавание велось на немецком языке. В 1918 году Румыния захватила Буковину. В 1920 году учебное заведение было преобразовано в Румынский университет имени Кароля I. Преподавание в 1918 по 1940 годы велось на румынском языке. В 1930-х годах в университете действовали марксистский художник и подпольная коммунистическая организация. После присоединения Северной Буковины к СССР в июне 1940 года был преобразован в Черновицкий государственный университет с 7 факультетами и преподавателем на украинском языке. В 1975 году университет был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. В 1976-77 учебном году здесь обучалось около 10 тысяч студентов, работало свыше 500 преподавателей, в том числе 26 профессоров и докторов наук, выше 290 доцентов, кандидатов наук. В 1977 году в составе университета действовало 11 факультетов: исторический, филологический, иностранных языков, математический, физический, химический, биологический, географический, общетехнический, заочный. – 11 сентября 2000 года переименован Черновицкий национальный университет.
27 июля 2011 года 35-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО приняла решение о включении в список всемирно-культурного наследия Центрального корпуса университета, бывшей резиденции митрополитов Буковины и Далмации. В 2014 году агентство «Эксперт РА» включило ЧНУ в список лучших высших учебных заведений СНГ, где ему был присвоен рейтинговый класс «Э». Друзья, но вечером Черновцы — это совсем другая тема. Если в день я вам показывал, все было так серо, то сейчас вечером это выглядит примерно вот так. Я побывал во многих странах и во многих городах. Удалось мне увидеть много интересного. Но скажу вам, друзья, что вот приезжая в мой родной город, и, казалось бы, такой маленький город, который всего-то насчитывает 263 тысячи человек, поместились две культуры, даже три культуры. Это Австрия, Румыния и Турция. И если ты побывал в этом маленьком городке, можно сказать, ты побывал в интересных странах. И это свидетельствует о том, что Украина тоже в тренде, и сюда реально стоит приезжать. Конечно же, не обошлось без трудностей, потому что я показал только 4 локации из-за того, что в первый день, когда я вышел снимать, начал падать очень сильный снег, и, к сожалению, не удалось показать больше, чем то, что я показал. Конечно, тоже не удалось мне сделать футажи из дрона, так как вот центр города находится в зоне аэропорта, и просто дрон отказался мне летать и чуть не сел в деревья. Но, друг мой, если ты приедешь в этот город, я даю тебе 100%, что тебе понравится. И у меня вообще такое чувство, что просто каждый дом в этом городе имеет очень богатую историю. Здесь совсем другой климат. И чтобы вот войти в этот климат, тебе нужно приехать хотя бы на несколько дней. Интересный факт тоже есть такой, так как в городе менялась 3 раза культура, то в пригородах Черновцов очень много румыноязычных поселений. И когда ты попадаешь в такую деревню, то такое чувство, что ты вообще приехал в другую страну. Что самое интересное, даже менталитет совсем другой у вот людей, которые разговаривают и общаются на румынском языке. Если тебе понравилось это видео, прошу тебя, поставь лайк, подпишись на канал и поставь колокольчик, жди новых видео. Сейчас я как раз приехал в Польшу, поэтому я думаю, что у меня будет наиближшим временем возможность записать новые видео из интересных городов. Пиши комментарий, какой город ты хотел бы увидеть в Польше, может быть, тебе было бы интересно.